Грузинские клубы стартуют в Еврокубках, пока квалификация, Лига чемпионов, Лига конференций. Хотелось бы разобраться, с кем они будут играть и каковы их шансы. И в этом выпуске наш гость Антон Емельяненко, автор канала Пихбурти, телеграм-канала. И мы сейчас с ним обсудим все главные перипетии этих матчей. Так, погнали. Ага, сейчас я это уберу вначале. Привет, Антон. Ну, давай, в общем, сразу начнем с дела. Давай посмотрим на статистику. Грузия сейчас занимает 50 место в таблице коэффициентов УЕФА. Ну, не самая лучшая позиция, мягко говоря. И как ты считаешь, есть ли шансы у какой-то из команд пройти, ну, хотя бы первый раунд и вообще в целом у Грузии в рейтинге чуть подняться? Так, мне кажется, что у грузинских команд шансов нет в этом году подняться выше в рейтинге, потому что нет никаких предпосылок к этому, потому что игроки продаются, приходят такого же уровня игроки, и не знаю, может быть, только Дила дойдет, мне кажется, до третьего раунда, или Иберия, потому что она явно уступит Мальме в первом раунде, потом во втором у нее несложный соперник. Ну, как несложный, для нее сложный, но проходимый. Это будет Ливадия, скорее всего, и там уже все. Ну, давай Конец. сейчас по всем матчам пройдемся, вот, собственно, эти игры. Завтра начинается путь Иберии. Мне интересно, знаешь, вот ты находишься все-таки в Грузии, в Тбилиси. Я понимаю, что это не сборная играет, но хоть какой-то малейший ажиотаж ты чувствуешь? Вот билеты, я смотрю, там от 5 лари начинаются. Как ты думаешь, будет ли аншлаг вообще завтра? Ну, на чемпионат тоже билеты от Пятилари, то есть они даже не стали поднимать цены. Мне Мгм. кажется, аншлага точно не будет. Я просто нахожусь в такой среде, где люди интересуются футболом, поэтому кто-то, да, у меня несколько знакомых идет на футбол, но так, чтобы ажиотаж вокруг Иберии, ну, это очень громко сказано. Нигде не афиш, ничего. То есть они в соцсетях как-то более-менее промят, там реклама в Инстаграме попадается. Ну, ты следишь за чемпионатом Грузии, ты мог бы выделить кого-то в Иберии? Вот ты сказал, что игроки уходят, но, может быть, есть кто-то в Иберии, кто уже скоро уйдет в чемпионат посильнее? Да, в Ибере вот даже недавно совсем Ива Гелашвили, это защитник, который в сборную вызывался на последний сбор. Вот, он сказали, что у него есть предложение, что он уйдет, но он сам выступил вот в интервью, сказал, что он останется именно на первый раунд, помочь команде. Ну, вряд ли чем-то поможет, конечно, но приятно. Ну и в целом в Ибере есть несколько интересных игроков, почти все они воспитанники. Это Юрий Татабадзе, один из лучших бомбардиров чемпионата. Он, как неудивительно, ему уже 25 лет, по-моему, он еще никуда не уехал. Вот он как раз, видимо, созрел, чтобы уехать, может быть, не сейчас, но зимой так точно. Гиза Мамагиишвили, это игрок молодежной Да, сборной на Евро был. Его брат уже уехал из Иберии. Вот он, скорее всего, следующий. Ну и так у них довольно крепкая команда, и, в принципе, все игроки, даже вратаря у них, Георгий Макаридзе, это взрослый вратарь, ему 35 лет, его тоже хотел забрать, по-моему, армянские команды, но как-то подзаглохла эта история. Вот. То есть как-то игроков из Грузии хорошо разбирают, и поэтому им тяжело как-то сохранить костяк. Но пока из Иберии никто не уходит, но, к сожалению, не повезло с жеребьевкой. Мальме – это очень сильный соперник. да. Я в прошлом году даже был на матче Мальме в Баку, на Карабахе, и Карабах несоизмеримо гораздо более сильная команда, чем Мгм. Иберия, даже в прошлом сезоне, когда у них ничего не получилось. Ну, думаю, что шансов нет, но в лиге конференции, может быть, зацепятся за третий, может, даже за плей-офф, посмотрим. Ну, а вот если завтрашний матч прогнозировать, какой счет ты ожидаешь? Фуф, ну, хотелось бы ничью. Иберия умеет контратаковать, Мгм. умеет, ну, она играет в довольно доминирующий футбол в Грузии, но и на контратаках они играют, и у них все было вообще хорошо. В первой части чемпионата весенней они ни разу не проиграли. Ну вот был суперкубок буквально вот на прошлой неделе, и как-то не очень там смотрелась Иберия. Ну, возможно, они только как бы вкатываются и готовятся, рассматривали эти матчи как какие-то подготовочные, поэтому они никак себя не показали. Плюс подъехало трое новичков, ну, не знаю, не могу ничего о них сказать. Там приехал нападающий, которого им, кстати, не хватает Иберии, потому что у них довольно возрастные нападающие, и прям центр-форварда нет. Приехал чувак из ну, какой-то Югослав, я в них путаюсь, к сожалению. У него 6 голов за 2 сезона, не знаю, чем он поможет, честно говоря. Вот так, то есть шансов у Берия хорошая команда, им, возможно, было бы проще сыграть с той же Ливадией в первом раунде или с каким-нибудь там Ну да. с латвийской РФШ и кем-то таким, но Мальме это, блин,
к Мгм. сожалению, без шансов. Ну, И давай тогда проиграют дальше. 0-2, вот так, я думаю, будет. Мгм. Давай тогда дальше. Лига конференции. Там на этой неделе сразу 2 матча. Торпедо Кутаиси тоже сыграет дома против Ордабасы. Ну, я могу пару слов про Ордабасы потом сказать. И Райсинг Union против Дила Гори. Ну, отдельно про Дилу сейчас мы поговорим. Давай начнем с Торпедо. Тоже в плане ажиотажа в Кутаиси, в плане шансов. И вообще, знаешь, вот амбиции этого Торпедо Кутаиси, потому что я как будто слышу, что эта команда хочет бороться там чуть ли не за чемпионство, но постоянно смотрю в таблицу, и она где-то там далеко от первого места. Да, Торпедо закупилась очень мощно прошлым летом, потом они закупились зимой, теперь они опять закупились, они купили 5 неплохих игроков, там приехал Владимир Мамучашвили Мгм. из Шерифа, он приехал, он тоже за сборную играл на недавних матчах. И, ну, серьезных ребят покупают, там игрок сборной Гвинеи-Бисау, вроде не бог весь какая сборная, а все равно, ну, 40 матчей человека опорника они купили. И чемпион Хорватии из Риеки приехал нападающий. Ну, то есть каких-то они берут более-менее видных игроков, но у них ничего не получается. У них все индивидуально мощные игроки. То есть ты смотришь, они там все что-то могут, но командной игры нет, и у них тренер немец, который тренировал Казерслав. Ну, то есть какой-то, ну, там, не знаю, нет игры, не может поставить игру этот тренер. Вот, то есть он приехал зимой, то он вроде провел сбор, все хорошо, не знаю. И сейчас на Суперкубке они не забили ни одного гола с игры, и поэтому очень непонятно. Они проиграли с Паэри, ну, там было удаление, конечно, ну, блин, таким составом. И у них очень, ну, это самый дорогой состав с отрывом с большим, они должны быть, ну, гораздо выше. Они, по-моему, да, вот они как раз пятые, и они уже отстают там почти на 20 очков от Иберии, поэтому Да, да, да. там без шансов, хотя команда у них, ну, опять же, по составу сумасшедшая. Да, но я скажу про Ордабасы, которые, это команда, знаешь, тут, в принципе, в Казахстане футбол очень тесно связан с политикой, и от многих команд именно местные акимы, ну, как губернаторы своих областей ждут очень много, и вот Ордабасы перед этой командой ставили там чуть ли не задачу не чемпионства, начали они очень плохо, они долго не могли забить, потом попроигрывали всем лидерам, я боялся, что тренер у них улетит, но нет, тренер остался. Кстати, любопытно, что тренер пришел из команды, которая из Люксембурга, кстати, которая обыграла Ордабасы в прошлой квалификации. Причем, знаешь, это было совершенно неожиданно. Все думали, фавориты, кто такие этот Люксембург. Но нет, проиграли. Нападающий, который в тех матчах забивал, перешел в Кайрат, а тренер вот перешел в Ордабасы. Вот, и поэтому все ждут, вот даже меня спрашивали, говорят, ты разбираешься в грузинском футболе, но я, к сожалению, в клубном не так сильно разбираюсь, как ты. Вот. Но мне кажется, что вот в первом матче голов будет мало. Я бы спрогнозировал какую-то ничью 0-0, 1-1. А тут в ответной игре уже все возможно. Но знаешь, вот Ордабасы – это Шымкент, это плюс 45 где-то днем. И я не знаю, насколько Кутаиси сопоставим. Там в Грузии, по-моему, прохладно сейчас, да? Да. Вот, и поэтому погода, мне кажется, тоже повлияет. Ну, надеюсь, что матчи будут интересны, потому что вот так Тобе играл с Торпедо Кутаиси, если я не ошибаюсь, да, в прошлом году, и Мгм, там борьба мгм. была напряженная. Ну, мне кажется, тут будет плохо, потому что, да, я тоже смотрел Ардебасы ни туда, ни сюда, у них что то одинаково ничьих побед и поражений, поэтому Торпеда примерно та же история, и они тоже очень плохо начали, они вообще, там, они в Инстаграм ни одного поста не выложили за месяц, потому что, да, было плохо им, видимо. Вот они все проигрывали, но потом они как-то оклемались, вот они там вернулись в середину таблицы, но в целом, как не было игры, так и нет, ну, если по Суперкубку, опять же, судить. Не знаю, ну, мне кажется, это такие жесткие 0-0, ну, может быть, там кто-то что-то забьет и там по пенальти. Ну, вот тут может кто угодно пройти. Я просто, ну, мне кажется, чемпионат Казахстана просто сильнее, и поэтому за счет этого они должны выйти, а вот так, не знаю. Кстати, в Иберии тренер тоже из Казахстана приехал, он тренировал Женис, Ливан, Ливан Каргалидзе, он тренировал Жениса, его оттуда уволили, потом он приехал в Иберию и не проиграл ни одного матча, там, 30 матчей подряд. Интересно, интересно. Так что вот Ну, так. давай перейдем к команде Дилогори, мы поговорим про Суперкубок. Но вот я нашел на просторах Твиттера интересную статистику, что грузинские клубы против люксембургских в целом играют успешно. Правда, ну, мы видим, что в последний раз это аж в 2020 году было. Причем, я не знаю, знакома ли тебе команда Чехура. Ну да, она как раз недавно умерла, можно сказать. То есть она
Она играла долго в высшей лиге, она выиграла кубок, и они боролись за медали. По-моему, они даже чемпионами были, могу ошибаться. И потом, ну, закончились деньги, и вот сейчас нет такой команды больше. Ну, вот, в общем, результаты сейчас, я думаю, зрители могут посмотреть. Ну и, наверное, давай о том, что ты своими глазами видел. Это матч Дилогоры за Суперкубок, когда они обыграли в финале СПР. Я не знаю, был ли ты на полуфинальном матче. Ну, какие впечатления от этой игры? И вообще, вот, знаешь, давай сейчас глобально еще в целом про остановку чемпионата. Я не очень понимаю, почему это было молодежным Евро вызвано или еще чем-то, то, что с конца мая чемпионат не игрался. Ну, всегда его так останавливают, во-первых, жарко, во-вторых, ну, честно говоря, не знаю почему, ну, такая пауза. Ну, они же идут по... У них весна-осень, но по факту паузы такие же, как... Ну, это та же проблема раньше была у российского футбола. И сейчас вот у них тоже огромный этот двухмесячный перерыв, ну, как в Европе, грубо говоря. Они просто идут по к европейскому календарю, но играют весну-осень. Поэтому такой большой перерыв. А Дила хорошая, интересная, более-менее играющая команда, опять же, по меркам Грузии. То есть они много довольно забивают, много пропускают, весело вообще. И мне кажется, с Люксембургом должно быть вообще интересно. И, ну, как-то живенько. Я тоже поеду в горе вот на ответную игру посмотреть. Я там не был на этом стадионе, так что тоже интересно посмотреть. А они, кстати, в горе будут играть. Я помнится, в 23-м году там они, по-моему, один раунд всего провели, а потом... Да, они первых два раунда могут играть, по-моему, в горе, а потом им нужно уже оттуда уезжать. Ну, не хватает уже там уровня. Ну, стадион действительно там такой старенький, ну, в целом, мне кажется, до группового этапа, ну, да, этапа лиги вполне себе сносный. Вот, у Гори много легионеров, африканцев, интересные пацаны там есть, вот довольно молодые, и вот много слухов про то, что кто-то из них уйдет. Там есть такой Канте, точнее, он не Канте, он Конте. Вот, и его отправляют, Драме, то есть это игроки центра поля, и они довольно востребованы сейчас на рынке. У них один и тот же агент, и вот он их, видимо, привез и хочет увезти в команду, в чемпионаты поинтереснее. Посмотрим. Вратарь у них дебютировал уже за сборную против Фарер, он заменил Лорию в конце. И его тоже в португальский чемпионат, тоже был слух, что он уедет прям, не помню в какую команду, в академику, по-моему, сделал. Вот. И, ну, что-то подзаглохло, ну, тоже интересный персонаж. Ну и вообще Дила, вот из всех команд Дила на самом деле интересно именно вот по футбольному посмотреть матч. Если кто-то вдруг все-таки решит посмотреть какой-то матч, то это, наверное, будет самый интересный. А ты по сетке не смотрел, кто на кого выходит? Условно, если Дила пройдет дальше. Я смотрел, но уже забыл. Я помню, что Иберия, если выиграет и если проиграет, у них пара РФШ Ливадия. У Торпеда я даже не смотрел, потому что, ну, там без шансов. Вот. Да, Дила сыграет с Ригой, если обыграет Расинг, и Рига сильная команда. То есть Рига сейчас на первом месте идет в чемпионате Латвии. Как будто бы, да, значит, и у Дилы мало шансов. Ну, в общем, короче, в этом году никто никуда не выйдет, даже не нужно строить себе никаких иллюзий. Ну, а что тогда ты скажешь про последний матч, который во втором раунде будет? Блин, Спаэри, Спайри, так да. выглядит ужасно. Спаэри вообще классная, интересная команда. Я знаю от спортивного директора, я вообще никого здесь не знаю, но вот я знаю спортивного директора Спаэри, потому что я случайно как-то попал в бар, который он держит, и мы с ним познакомились. Вот. Довольно интересный чувак. Это первый тренер Мамардашвили вообще, когда он Мамардашвили до перехода в Академию Динамо, да, он играл в Гагре, и вот тот был его тренер. А его отец, ну, не знаю, это маленькое отступление, но его отец вот этого, его зовут Ливан Чхаидзе, и его отец был капитаном Гурии, которая играла в высшей лиге в 87 году, сезон. Вот, так что, ну, тут в Грузии все друг друга знают, и вот я с этим Ливаном периодически общаюсь, и он всех знает, он всех тренеров знает, всех функционеров, кто, где, что, как, и ну, интересно просто с человеком пообщаться, который вовлечен. Так вот, Аспаэри, он выиграл кубок в прошлом году у Динамо Тбилиси, который совершенно отвратительно провел прошлый сезон и по заслугам проиграл и не попал в Еврокубки. Вот. Ну, это Спаэри... команда второй лиги по-прежнему. Да, они в прошлом... Так они могли, после того, как выиграли кубок, могли вылететь даже в третью лигу. Там такая система во второй лиге, что там две команды выходят, или одна команда, я уже не помню, одна команда выходит, две в стыке, и две вылетают, и две в стыке. И там посередине остается всего три команды. И вот Спаэри могло стать и третьим, и попасть в стыки за третью лигу. Но в итоге они стали, по-моему, пятый или четвертый, и все нормально у них. А в этом году они всех э, выносят во второй лиге. У них одно поражение, по-моему, и то там довольно случайно. Я был на двух их играх.
Они играли с Рустави, которые, ну, по меркам второй лиги должны там тоже всех обыгрывать, но они в девятером доигрывали, и в итоге они сыграли 0-0, был интересный матч. А когда они играли вместе, ну, в равных составах, там Спайри их в одну калитку там 3-0 вынес. Вот. Интересная команда, атакующая, у них крепкий состав, какие-то клише говорю. В том плане, что принято в Грузии, на Кавказе, да везде практически во всех таких чемпионатах менять по полсостава каждый трансферное окно. В Спайре вообще этого нет, они никого не продают, никого не покупают, у них играют одни и те же чуваки. То есть они 3 года, у них примерно вот один сбитый состав, и за счет этого у них видно, у них очень хорошее командное взаимодействие, видно, что они не скилловые, вот. Ну, что на уровне первой лиги они будут спокойно держаться где-то, может, не в середине, но точно над зоной вылета, и у них все будет хорошо, если деньги будут. Поэтому... И Ну, что касается матча с Аустрией, ну, конечно, шансов нет, но, ну, опять же, я не знаю, что это за Аустрия, они заняли 3-е место в Австрии, вот все, что я про них знаю, вот, но как будто бы тоже несопоставимый уровень, но Спейри, мне кажется, легко может удержать домашнюю ничью. Плохо, что ответка будет домашней. Обычно это хорошо, но когда команды несопоставимого уровня, казалось бы, дома можно зацепиться и порадовать болельщиков, и потом да. уже красиво пропустить 7 мячей на выезде, но тут как будто будет обратная история. Ну, хотя, ну, я не думаю, что там будет сильно позорно, и, может быть... Ну, единственное, вот реально, от кого я жду, что кто меня может удивить, это вот только Спаэри, потому что, ну, все остальные, ну, там уже ничего не ждешь, вот. А тут как будто какая-то вот есть эта история Золушки, что они выиграли кубок, вышли в финал Суперкубка, где им совсем чуть-чуть не хватило, они пропустили 2 гола в конце, то есть у них были свои шансы, они сами не забили, то есть это хорошая команда. В общем, если кто-то А хочет... можешь, кстати, выделить кого-то в Спайре? Да, там есть Саба Гигиадзе, 7-й номер, это он из Академии Динамо, он в свое время порвал кресты на обоих ногах, и поэтому перестал играть, и ему 21 год или 22, вообще молодой чувак. И вот сейчас он заиграл, и вот он лучший игрок вот второй лиги, ну, там, кто-то ведет такую статистику в Грузии, вот его признают одним из лучших. Ну, он один из лучших бомбардиров, один из лучших ассистентов, и вот по совокупности его выделяют. Ну, мне он тоже нравится. У них вообще, у них интересная команда, у них вратарь, он играет вот с самого начала с региональной лиги, и они его взяли просто с улицы. У него ни школы не было, ничего, он просто пришел с братом играть на футбол, встал в ворота, и вот его хотели даже высшие клубы, высшей лиги купить, но его не отпускают, и вот он, ну, интересный чувак. Ну и вообще у них много интересных таких, ну, обычные вот ребята, у них небольшие зарплаты, они, кто-то где-то еще даже подрабатывает, кто-то, ну, по меркам Грузии нормальные зарплаты, но не фантастические. А Просто тренер у них? нет, наоборот, они поменяли тренера в этом году. Не в этом году, в смысле, ну, год назад. У них был тренер, который тренировал их с самого начала, с региональной лиги, потом они решили поменять, поставили его помощника, Анзор Кургалидзе его зовут, вот. И у них поперло, то есть они выбрались во второй лиге, у них была сложная там ситуация, они должны были в зоне лидеров быть, они потому что до этого 2 раза в стыки попадали, а в этот раз вот не попали, но уже выровнялось, выиграли кубок, и вот сейчас они всех выигрывают. И тренер этот ездит на стажировки, там я подписан на его инстаграм, он там в Португалию куда-то ездил, на жеребьевку ездил, ну такой, видно, деятельный молодой человек. Он молодой, он, мне кажется, ему лет 35. Интересно, интересно. Интересная команда Спаэри, просто если кто-то вот никогда ничего не смотрел и решил посмотреть грузинский футбол, вот лучше Спаэри посмотрите. Потому что все остальное, ну, А скажи, кстати, насколько доступна трансляция вне Грузии? Вот, Ой, мне тяжело сказать, насколько это... У них есть YouTube-канал, и высшую лигу показывают абсолютно точно без геоблоков. высшую, да, Еврокубки все-таки это Вот. всегда такая отдельная история. А насчет Еврокубков не знаю, к сожалению, как будут показывать. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Да, ну, друзья, если вы вдруг знаете, кто смотрит, пишите в комментариях, потому что ты в Спайре так прорекламировал, что мне тоже стало В интересно. Спаэре просто интересно посмотреть, как команда из... Ну, это же классная история. Команда из второй лиги Да. там вышла в Еврокубки, и от нее Да. никто ничего не ждет, и тем приятнее будет, если они... Она какая-то частная, то есть, ну, за счет... Нет, эта команда... есть... Ну, не совсем. Есть служба госохраны, это вот люди, которые сидят в будках у посольств, у каких-то государственных зданий, вот эта служба. Вот. То есть это не как ФСР в России, где охраняют президента, это которые просто, ну, как это, ЧОП, только государственный. Вот. Ну, правда. И вот у них есть своя спортивная база, и вот у них было поле, у них была инфраструктура, и им сказали, давайте, ну, появился какой-то бюджет на развитие вот этой футбольной темы, и
Вот у них своя школа, у них женская команда есть, то есть у них дубль есть, которые играют в региональной лиге. То есть у них там все... Ну, сейчас в Грузии у всех есть. Тут миллион команд, и это, в этом плане это вообще сумасшедший уровень какой-то. Очень много... Ну, то есть у них 4 лиги, там 50 команд. Еще есть региональная лига, там 3 дивизиона. Есть частная любительская лига, где команды играют. Это ты в целом про грузинский футбол? Ну да, то есть очень много футбола в Грузии. Дети везде играют, и нигде такого вообще нет. Если вот я жил в Азербайджане 2 года, там все футбольные площадки во дворах на ключ закрыты, то здесь просто Это бесконечно круто. люди играют в футбол. И я думаю, Вот, что 5-10 лет тут вообще будет это. Если сейчас тут бум, то тут вообще вырастет просто. это, знаешь, хорошее окончание. А то ты начал с того, что все вылетят, никто не пройдет. Ну, тут клубный футбол бедный. То есть вот я могу судить только по соседним Армении и Азербайджану, там много вкладывается частных средств. То есть государство тоже дает деньги, но частные средства, то есть в Азербайджане заставляют, а в Армении просто дают. А здесь никто в это не идет, потому что это как бы бизнес должен быть, а тут нет никакого бизнеса. И вот в Торпедо девелопер зашел, вот этот вот, как он называется, New University, вот у них университет. Хорватский, да, по-моему? Нет, это местный девелопер, они строят, они в Кутаиси строят, и у них много объектов всяких. Строительная компания. Да, строительная компания, у них много денег, и, ну, видимо, в футболе они не разбираются, хотя они там все приятные, у них, я с ними не разговаривал, но вот я общался с человеком, кто знает людей в Торпедо, и у них все выстроено, то есть они базу обновили, им стадион починили перед молодежным Евро, там все круто, там все топ уровня, чтобы выигрывать и быть как Карабах в Азербайджане, как минимум, а они вот, как мы видим, как Спартак в России. Ну, будем верить, что это вопрос времени. Тебе спасибо большое. Ну и, может быть, последнее. Планируешь ли ты сам смотреть какие-то из этих матчей? Да, я завтра пойду на Иберию, вот, у меня есть уже даже билет, вот, потом я думаю поехать в Кутаиси, но мне одному неохота ехать, потому что из Тбилиси до Кутаиси ехать 3 часа, если кто-то вот из знакомых поедет, мы, наверное, съездим, а в Горе я обязательно съезжу, там классный матч. Из Паэри я очень хотел быть на этом матче, и я думал, что так как они не сеянные, они будут играть дома, и поэтому я специально не брал билеты, я просто уезжаю на 2 недели, но, к сожалению, они играют ответный матч почему-то, я это разочарован очень сильно из-за этого. Потому что кроме Спейри, в принципе, ну, так вот, чтобы интересно, ну, к сожалению, никто не может удивить. Вот такая была беседа с Антоном. Я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Я надеюсь, что грузинские клубы будут проходить дальше. Мы будем говорить о них больше. И вообще то, что Антон сказал в самом конце, что развитие футбола в Грузии и клубный футбол в какой-то момент поднимет на совершенно новый уровень. Надолго не прощаемся. Ждем очередного матча Хвичи Кварацхелии. Нахвамдис. Საქართველო, საქართველო, საქართველო,